Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку данных о курсе валют в ваш Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать актуальные данные курса валют в другие системы. Например, в Telegram вы сможете получать уведомления о текущем курсе валют и никогда не пропустите изменения. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных «Курс валют». Далее необходимо выбрать действие «Получить текущий курс». Для системы «Курс валют» доступ не предусмотрен, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать источник курса, а также указать точность округления. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по курсам валют разных банков. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных «Курс валют» успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. На этом этапе вам необходимо выбрать систему приема данных. В данном случае выбираем Telegram. Далее необходимо выбрать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram к сервису Apex Drive. В этом окне вы можете дать название аккаунту или просто кликнуть «Сохранить». Далее вам необходимо скопировать имя нашего бота, найти его и запустить в вашем Telegram. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. Когда вы получили ответ об успешном подключении, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет приходить в ваш Telegram. В это поле вы можете назначать переменные из источника данных «Курс валют». Для того, чтобы это сделать, кликните в него и выберите переменные из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ваш Telegram при каждом автообновлении связи. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram». После успешной отправки переходим в Telegram и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вам необходимо включить автообновление, чтобы данные о курсе валют передавались в ваш Telegram в автоматическом режиме. Теперь необходимо перейти к настройке связи и выбрать интервал обновления. Для удобства вы можете выбрать интервал обновления 1 или 2 раза в день. Также вы можете настроить выгрузку текущего курса валют по расписанию. Например, 2 раза в день, в 9 часов и в 14 часов. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!